Вы уже в лесу. Если вы слышите этот текст, значит инструкция активирована вовремя. Если вы не входили в лес, не пытайтесь вспомнить, как здесь оказались. Это не поможет. Памятка номер 12. Утверждена Министерством лесного хозяйства совместно с отделом нештатных территорий. Для служебного пользования. Зона Б7. Лесной массив Молчание. Редакция 4. Август 1983 года. Раздел 1. Ориентирование. Пункт 1. При входе в лесной массив обернитесь. Запомните дерево справа от точки входа, его породу, его высоту, толщину ствола. Запомните, есть ли на нем дупло. Если при выходе дерево окажется слева, вы вышли не в свой лес. Если дупло, которого не было, появилось, не заглядывайте внутрь. Из дупел в зоне Б7 были извлечены предметы, которые пропавшие имели при себе. Пропавшие извлечены не были. Пункт 2. Мох на деревьях указывает на север. Это правило действует в зонах А1, А9 и Б1, Б6. В зоне Б7 мох указывает на центр. Центр зоны Б7 на картах не обозначен. 3 экспедиции, направленные к расчетному центру в 1971, 74 и 78 годах, вернулись. Состав участников при возвращении не совпал с составом при отправлении. Расхождение – 1 человек, лишний. Пункт 3. Если вы пользуетесь компасом, следите за стрелкой. Если стрелка вращается, замрите. Не двигайтесь, пока вращение не прекратится. Если стрелка не останавливается в течение 2 минут, компас более не является прибором. Положите его на землю. Отойдите на 10 шагов. Если, обернувшись, вы увидите, что компас стоит вертикально, бегите. Направление не имеет значения. Раздел 2. Передвижение. Пункт 4. Двигайтесь только по тропе. Если тропа отсутствует, двигайтесь строго прямо. Не меняйте направление без причины. Причиной является только физическое препятствие. Звук – не препятствие. Голос – не препятствие. Ваше собственное имя, произнесенное за спиной – не препятствие. Пункт 5. Если тропа раздваивается, выберите правую. При повторном раздвоении – левую. Если тропа раздвоилась в 3-й раз, но вы шли по прямой, перед вами 3 направления. Среднее направление существовало до того, как вы сюда пришли. Среднее направление будет существовать после. Выбирайте его, но не думайте о том, кто его протоптал. Следы на средней тропе босые, вне зависимости от сезона. Пункт 6. Если вы обнаружили в лесу лестницу, деревянную, бетонную, металлическую, любую конструкцию, ведущую вверх и не прикрепленную к строению, пройдите мимо, не трогайте ее, не фотографируйте, не считайте ступени. Лестницы в лесу были зафиксированы в отчетах лесничих с 1962 года. Попытки демонтажа не увенчались успехом. К утру лестницы возвращались, иногда с вещами тех, кто пытался их убрать. Раздел 3. Наблюдение за средой. Пункт 7. Лес производит звуки. Птицы, ветер, треск веток – это фон. Если фон прекратился одновременно, все замолчало в 1 секунду, как по команде. Продолжайте движение. Не останавливайтесь. Тишина в зоне Б7 не означает отсутствие жизни. Тишина означает, что жизнь замерла. Причина, по которой замирает целый лес,
достаточная причина, чтобы двигаться быстрее. Пункт 8. Не считайте деревья, не измеряйте расстояние между ними, не замечайте закономерностей. Если вы обнаружили, что березы стоят ровными рядами, как посаженные человеком, примите это как совпадение. Если ряды сужаются, вы идете к центру. Если деревья начинают повторяться, одна и та же сломанная ветка, одно и то же дупло, одна и та же зарубка, вы идете по кругу, но не по тому кругу, который можно исправить. Зона B7 содержит, по данным аэрофотосъемки, участок леса, на котором 931 береза стоит на идеально равном расстоянии друг от друга. Этот участок не виден с земли. Те, кто находился внутри, не видели границ. Пункт 9. Если вы вышли на поляну, осмотрите ее форму. Овальная – безопасно. Вытянутая – допустимо. Круглая – покиньте немедленно. Природа не создает правильных окружностей. Если в центре круглой поляны есть объект – камень, пень, холмик земли, не приближайтесь. Если объект отсутствует, вы и есть объект. Уходите. Пункт 10. Огни. В темное время суток в зоне B7 фиксируются блуждающие источники света. Тусклые, желтоватые, на уровне человеческого роста. В восточнославянской традиции их называли свечами мертвецов. В документации министерства они обозначены как световые артефакты неустановленного генеза. Не идите на свет. Свет не является навигационным ориентиром. 4 из 6 членов поисковой группы «Заря», пропавшей в октябре 1979 года, были обнаружены. Они стояли лицом к болоту. В их карманах спички, зажженные с обоих концов. Раздел 4. Контакт. Пункт 11. Если вы встретили в лесу человека, определите, движется ли он. Идущий человек – это человек. Неподвижный человек в лесу – это ориентир. С ориентирами не разговаривают. Если неподвижный человек стоит лицом к дереву, обойдите его на расстоянии не менее 5 метров. Если он стоит лицом к вам, определите, моргает ли он. Если моргает, поздоровайтесь и пройдите мимо. Если не моргает, не устанавливайте зрительный контакт. Отведите взгляд медленно, уходите, не поворачиваясь спиной. Пункт 12. Если человек обратился к вам по имени, ответьте только в том случае, если вы представлялись ранее. Если вы ни с кем не разговаривали, к вам не обращались. То, что произнесло ваше имя, узнало его другим способом. Продолжайте движение. Если голос принадлежит кому-то из ваших близких, но этот человек не мог быть в лесу, ускорьте шаг. Не отвечайте, не оборачивайтесь. Голос будет звучать ближе. Это нормально. Он не догонит, если вы не остановитесь. Пункт 13. Если вы видите в лесу строение, избу, землянку, сторожку, не приближайтесь. В зоне B7 строений нет. Лесничие подтверждают это ежеквартально. Тем не менее, показания свидетелей описывают одну и ту же избу. Одно окно, низкая дверь, крыша из потемневшего дерева, печной дым. Изба наблюдалась с 1953 года. Местоположение разное, описание идентичное. Дверь всегда приоткрыта, за дверью темнота. Из темноты запах топленого масла и мокрой шерсти. Те, кто входил, выходили, но переставали узнавать членов своей семьи. Утверждали, что вернулись не домой. Раздел 5. Выход.
Пункт 14. Среднее время пребывания в лесном массиве зоны Б7 – 40 минут. Если вы находитесь в лесу более 2 часов, маршрут более не существует. Используйте правило параллели. Идите строго на звук. Любой устойчивый звук – гул трассы, поезд, собака – это якорь. Идите к нему. Если звук перемещается, остановитесь. Настоящий звук не перемещается. Если вы поняли, что звук шел не снаружи леса, а изнутри, значит якоря нет. Сядьте, ждите утра, не засыпайте. Пункт 15. Выход из леса обозначен 3 признаками. Первый – просвет между деревьями. Второй – возвращение фонового шума. Птицы, ветер, далекий гул. Третий – ощущение, что за вами перестали наблюдать. Если вы чувствуете первые 2 признака, но не третий, это не выход. Развернитесь. Пункт 16. Если вы выполнили все пункты данной памятки и вышли из леса, оглянитесь. Убедитесь, что лес позади вас. Убедитесь, что расстояние до опушки не сокращается. Если между вами и деревьями расстояние стабильно, вы вышли. Идите домой. Не возвращайтесь в зону Б7 без разрешения комиссии. Конец памятки. Министерство лесного хозяйства благодарит вас за соблюдение установленных правил. Данная запись будет удалена из архива через 7 суток. Если вы прослушали ее позднее указанного срока, сообщите, как вы получили доступ. Если вы все еще слышите этот голос, но уже не видите деревьев, не верьте глазам, верьте памятке. Вы все еще в лесу.